Всем привет! С вами я, Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у меня на подъемниках две гантельки. Одна из них, кстати, моя последняя. Я продал ее осенью прошлого года. Проездил на ней 3 года и 38 тысяч километров. Она у меня с 284 километров была, и на пробеге 38 я ее продал. Сейчас пробег что-то типа 42-43. Приехала на ТО. Но рассказывать я сегодня буду вот про эту гантелю. У нее пробег 45 тысяч с копейками, и у нее есть люфт заднего колеса. Я сегодня буду рассказывать, откуда он берется и как лечится. Поехали! Сейчас вот начал говорить, и мне даже стало интересно, есть ли на моем бывшем мотоцикле этот люфт. На самом деле пошатал колесо, и выяснилось, что этого люфта там нет. Так что достаточно интересно. Пробеги почти одинаковые, только у вот этого год старше. Мой 2015-го. Это эксклюзив, последняя версия, после уже пошел рестайлинг. Справа у нас мотоцикл, который приехал из Японии. Со слов владельца он весь обслужен. Ко мне он приехал поменять свечи, помыть радиатор, переобуть передний баллон, что уже сделано. И, собственно, на полный осмотр. По итогам осмотра был выявлен люфт заднего колеса. Я предложил вариант решения, и клиент согласился. Так что сегодня мы будем этот момент устранять. Оказалось довольно проблематично закрепить свет, чтобы как-то было видно вот эту точку. Это ось крепления заднего редуктора к мотоциклу. Но я все-таки попробую показать вам этот люфт в деле, поскольку колесо надо шатать двумя руками на 6 и 12 часов с довольно-таки приличным усилием. И в принципе люфт здесь довольно-таки большой. И может быть что-то будет видно, хотя я в этом сильно сомневаюсь, потому что подъемник шатается и камера тоже. Черт. Ну вот сейчас можно его даже услышать. Если палец положить вот сюда, то мы почувствуем, что люфт именно в креплении редуктора, а не в самом редукторе. Потому что сам редуктор особо никогда не страдает проблемами на гантели. Я знаю мотоцикл, который проехал 200 тысяч километров на полностью родном редукторе. На 150 у него развалился кардан. Ну, карданы вызывают вопросы уже там и тысячах на 90, но в основном это все-таки редкость. Сейчас я демонтирую колесо, а затем я демонтирую сам редуктор. После чего на снятом редукторе я покажу, какие детали мы будем менять и как мы будем это делать. Данная заглушка заявлена как одноразовая. По РСД нужно просверлить в ней отверстие, закрутить саморез и вытащить. Но в целом русская смекалка позволяет сделать вот так. Особо сильно не коцая ничего. Далее мы ослабляем нижнюю ось, вынимаем пыльник и скидываем редуктор. Я не буду заострять внимание на снятии и установке редуктора, так как эта процедура подробнейшим образом описана в РСД. Она достаточно тривиальна, всем в принципе известна. И я думаю, что любой адекватный мастер здесь в состоянии открыть РСД и прочитать о нюансах. Как удобно его подвесить, как правильно защелкнуть пыльник. Я все равно в рамках этого короткого видео об этом не расскажу. Я придерживаюсь цели рассказать лишь о не очень тривиальной проблеме. Более того, я сталкивался с тем, что в некоторых сервисах на этот люфт рекомендуют забить. Я не совсем понимаю, как можно забить на люфт между передним и задним колесом. В принципе, можно с бургманами провести аналогию с подшипниками маятника. Это дело влияет на управляемость. Если этот люфт есть, его нужно устранять.
У меня вообще оказались в наличии запчасти. И знаете, как они оказались в наличии? Одному гантелеводу с пробегом 100 тысяч я порекомендовал их замену. Он такой: окей, типа давай закажем запчасти, я к тебе приеду, как запчасти будут. Я говорю: окей, не вопрос. И я не взял с него предоплату, дурачок. Купил за свои деньги. В итоге запчастей там на 20 тысяч рублей, они пролежали у меня примерно 2 или 3 года. Вот, по итогу, вот у меня этот комплект в наличии, и я его в данный момент ставлю. Больше я такой фигней, конечно, заниматься не буду. Вообще стараюсь сокращать запасы запчастей, потому что на БМВшников полагаться очень оказалось тяжело. Здесь мы видим в прекрасном состоянии шлицы, все прекрасно смазано, сделано. То есть здесь обычно никогда нет нареканий, потому что этот узел на гантеле надежен просто безумно. Никаким РТшкам, никаких годов, и тем более гусям это даже не снилось. Потому что здесь вот на каком пробеге практически ты не открой кардан на гантеле, он практически всегда будет выглядеть, как будто его вчера новый в магазине купили. Пыльник на гантеле редко нормально удается обратно поставить, потому что он оказывается, как правило, вытянутый. Здесь я сразу же посчитал человеку замену пыльника. В принципе, бюджет данного мероприятия все равно получился очень-очень гуманный. Сразу же инспектируем крестовину, хотя по пробегу рано. Здесь не должно быть ни малейших закусываний, и уж тем более никаких люфтов. Если на вашем мотоцикле пробег более 60 тысяч, то я рекомендую лазить сюда раз в десятку и проверять, потому что надо прямо ждать. Если вы вовремя заметите и замените крестовины, то это будет намного дешевле, чем вы не заметите и будете потом менять кардан. Кардан на нее в дефиците, потому что ездят эти мотоциклы часто очень много. Итак, нам необходимо заменить игольчатый подшипник, внутреннюю цапфу, по которой этот игольчатый подшипник работает. Далее шариковый подшипник радиально упорный. Также фетровое кольцо. И уплотнительное кольцо, маленькое, тоненькое, которое стоит вот на этой вот распорной втулочке. Главная проблема наша вот в этом игольчатом подшипнике. Но понятное дело, что раз уж мы меняем подшипники оси, то меняем их комплектом. Главная проблема у нас в люфте вот этой цапфы на подшипнике. Естественно, даже при том, что какого-то серьезного износа мы здесь не видим, если присмотреться, здесь все равно есть отметины от шариков, и менять эту деталь нужно обязательно, потому что тут все достаточно точно, мотоцикл тяжелый, поэтому эта парная деталь должна меняться только в паре. Наша задача теперь совершенно простая: перепрессовать подшипники один и второй. Вот здесь у нас видно колечко, которое мы заменим в распорной втулке. Этот подшипник у нас на стопорном кольце. Далее несколько оправочек. И в общем и целом на этом все. Ничего особо интересного. Далее мы собираем все. Обязательно смазываем оригинальными смазками. Кастрол для шлицов. И, собственно, штарбуракс белый для пыльника. И забываем об этом мероприятии еще на очень долго. Мне стоило бы редуктор помыть в мойке, но мне это делать сейчас лень, потому что хочется сделать быстрее. Поэтому делать я это сейчас не буду. Начинаю с того, что снимаю стопор. Здесь нет ничего мудреного. Далее мне нужно будет выпрессовать подшипник отсюда. Это можно делать в прессе, это можно делать какими-то съемниками. Я же буду делать это молотком, по крайней мере, аккуратненько попробую, погрев немножко ушко. Я думаю, что у меня получится без особых трудностей это сделать. Сильный нагрев здесь не нужен. Контролирую пальцем противоположную часть. Когда она станет теплая, в принципе, можно сделать пару аккуратных ударов,
Если пойдет, то будет сразу понятно. Если нет, то тогда будем придумывать съемники. Все, достаточно. Здесь уже горяченькая по ощущениям пальцем. Есть у меня такая вот оправочка, которая когда-то была траверсой от Skyway. И я просто-напросто... тут даже и стучать не пришлось. Все довольно-таки легко вышло. Также можно будет подогреть это ушко и от руки вставить туда новый подшипничек. Собственно, аналогичную манипуляцию нужно проделать со вторым подшипником. И, кстати, вот тут вот мы можем видеть ржавчину по кромке. И эта ржавчина на самом деле является причиной того, что вот здесь потеряно фетровое кольцо, которое уплотняет подшипник. Туда начала попадать влага, и поэтому вся проблема и произошла. Фетровое кольцо, собственно, вот оно у нас новое. Собственно, сейчас нужно подобрать оправку. Кстати, та же самая оправка подойдет, потому что она здесь немножко разбита по краям. Но я, наверное, сделаю по-другому. Я просто возьму цапфу и попробую вначале использовать ее в качестве оправки. Так. А здесь у нас, кажется, все тоже идет довольно легко. Так, нет. Уперлась цапфа. Не годится она в качестве оправки. Но подшипник все-таки пошел. И не сказать, чтобы он делает это с какими-то усилиями. Запрессовать этой штукой не получится, она кривая. Подшипник она испортит. Хотя этот вышел довольно аккуратно. Теперь, собственно, задача как следует вычистить посадочные места. Вот здесь вот останки фетрового кольца у нас имеются. И вставить новые подшипники на место. Начну я с простого. Положу редуктор вот так. Здесь я все могу спокойно держать руками. Новый подшипник у меня подготовлен. Главное здесь помнить, что коэффициент расширения алюминия почти в 2 раза выше, чем у стали. И даже при незначительном нагреве алюминия, даже если подшипник тоже нагревается, все равно получается, что зазор увеличивается и деталь запрессованная выходит, как правило, очень легко. Я этим принципом постоянно пользуюсь практически в любой работе, где имеются подобные посадки стальных подшипников в алюминиевые детали. Думаю, достаточно. Попробуем произвести магию. Может и не получиться. Нет, получилось. Я вставил его туда пальцем. Теперь протираю колечко и ставлю его на свое место. Бам! Один подшипник есть. И никуда он не денется. Сейчас редуктор чуть остынет. Корпус очень массивный, тепло передается быстро. Какие-либо сальники и резинки здесь находятся очень далеко. Поскольку этот подшипник у нас уже заменен, я сейчас, наверное, закреплю редуктор в специальном приспособлении. Данная технология у нас уже достаточно давно отработана. Значит, мы убираем из приспособления все, что нам мешает. Оно у нас адаптировано сразу под разные редукторы BMW, практически все возможные. У нас есть такая вот втулочка, которой мы
собственно, прикручиваем редуктор за подшипник, который мы только что установили. Берем, прям делаем вот так. Она у нас довольно четко подогнана и так рассчитана, чтобы ничего не коцать. Далее нам понадобится наша распорная втулочка. Теперь устанавливаем болт. Сразу его от руки затягиваем. И подбираем втулочку в соответствии с задачей, которая перед нами стоит. Втулочку. И в данном случае болт с гайкой. Думал и решил, что для запрессовки подшипника старая цапфа нам вполне подойдет. Я взял металлическую щетку на шуруповерт и вычистил как следует рабочую поверхность, чтобы никакой грязи не попало в наш новый подшипник. Новый подшипник у нас поставляется уже смазанный. Более того, обратите внимание, что с одной стороны у него есть резиновое уплотнение, которое защищает его от попадания влаги и грязи вот с этой стороны, со стороны чулка. Соответственно, вставляем нашу цапфу. Цапфа у нас по диаметру немного больше подшипника, а здесь есть буртик, как раз до которого нам надо его допрессовать, потому что он должен немного выступать в ту сторону, и никаких упорчиков здесь нет. А теперь я попытаюсь длинным болтом М10, поскольку здесь у меня резьба М10, я сейчас выкручу вот этот болт, и я попытаюсь запрессовать прямо им. Не вижу вообще ни одной причины не воспользоваться данной темой. Теперь я беру и начинаю аккуратненько и нежно запрессовывать подшипник. Даже греть не стал, так как идет легко. И прям прессую до упора. Он у меня еще не начал выходить с той стороны. Вот сейчас он прямо впритык. И все. Болт уперся. Соответственно, цапфа уперлась. И подшипничек совсем немножко вылез прямо четко, как должен. Далее откручиваем этот болт. Убираем цапфу. И все, у нас здесь все абсолютно на месте. То есть от бокового смещения нас спасает подшипник, который шариковый. А вот этот подшипник в бок не работает. Здесь, соответственно, возможен какой-то плюс-минус. Но все равно запрессовывать его нужно четко. Все. Смазки я бы сюда чуть-чуть добавил. Не фанат я лишней смазки. Я все время пропагандирую идею, что это зло, но сюда чуть-чуть можно. Самое главное, слово чуть-чуть не превращать в килограммы. Печально, когда нет оператора, но что делать? Продолжаем с редуктором. Берем вот эту нашу замечательную распорную втулочку, снимаем с нее кольцо. Саму втулочку я помыл. Беру из упаковки, вот у меня тут два их осталось, одно кольцо, одно держу про запас. Ставлю его на свое место. Смазывать я его здесь ничем не буду. Ставлю ровной стороной к подшипнику. За счет уплотнительного кольца эта распорная втулка зафиксирована на своем посадочном месте, и при желании мы можем ее вот так легко поворачивать с внутренней обоймой вместе, если прижмем. Сымитируем положение, как оно будет в жизни располагаться. Теперь берем фетровое кольцо. Фетровое кольцо — это, конечно, вещь, которая уже несколько устарела, но до сих пор кое-где применяется. Также берем новую цапфу, надеваем фетровое кольцо на цапфу. В принципе, теперь можно добавить немножко смазочки и установить это все дело уже с установкой редуктора. Вот и все.
Здесь ничего особо мудреного нет. И это дело полностью решит проблему с нашим люфтом еще на ближайшие как минимум 40 тысяч. А я думаю, что если мотоцикл не будет стоять где-нибудь в Японии, поскольку пробег у него маленький, а по возрасту он довольно старый, то вот это фетровое кольцо вряд ли придет в негодность так быстро, и я думаю, что до соточки эти подшипники доедут. Далее сборка производится в обратном порядке, как часто пишут в мануалах. Сегодня мы разобрали еще одну интересную и актуальную проблемку для многих К1600. Я думаю, что на ближайшие как минимум 1040, а то и на 100 человек забудет о проблеме с этими подшипниками. Я считаю, что ускорила их смерть пребывание в Японии. 100% мотоцикл долго стоял, потому что у него всего 45 тысяч пробега, причем сколько-то на нем уже проехали в России. А мотоцикл, если не ошибаюсь, 2012 года, судя по старому креплению туманок, или даже 2011. Поэтому ничего удивительного. Причиной смерти подшипников, по моей версии, стало сгнившее фетровое кольцо. Мой мотоцикл, бывший 2015 года, дилерский, с пробегом около 42 тысяч без этого люфта, и эту теорию в данном случае подтверждает, поскольку мотоцикл не хранился в агрессивных средах. В принципе, он мне достался практически новым, и весь этот пробег я на нем проехал, в общем-то, в дальниках. Я на нем особо нигде не эндурил, ну, если не считать поездки в Дагестан на, кажется, позапрошлые майские. У меня на канале есть видео, ссылочка сейчас будет здесь, где я выкладывал небольшое эндуро на К1600 GTL. Это было именно на этом мотоцикле, и эта поездка была еще и с пассажиром. Прошу заметить, но пассажир, правда, был достаточно легкий. Поэтому, в общем, вот конкретный пример мотоцикла, у которого нет никаких проблем, и при этом он, в общем и целом, дорожки-то видел разные. Я не жалел его особо сильно. Я все-таки считаю, что ездить так ездить. Сдувать пылинки нет никакого смысла. При всем при этом я всегда стараюсь аккуратно относиться к своим вещам. И, как правило, после меня мотоциклы всегда ходят долго. Никогда еще после покупки у меня мотоцикла никто не имел особо никаких проблем очень продолжительное время. А с вами сегодня был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Обслуживайте ваши мотоциклы вовремя, и они ответят вам долгой и беспроблемной эксплуатацией. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. Также вы можете по ней подписаться на мой аккаунт, и там есть некоторое количество эксклюзивного контента, который никогда не попадет на YouTube. Кстати, на одно видео со смешными моментами я открыл бесплатный доступ. Обязательно зайдите и посмотрите, настроение поднимется гарантированно. В любом случае, вы очень сильно меня поддержите, если поставите лайк под этим видео, напишите комментарий более 3 слов, а совсем круто будет, если нажмете на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых интересных видео. Всем пока!